Друзья, мы находимся в Ванкувере, как вы понимаете из предыдущего видео. Это провинция Британская Колумбия, Канада. И особо ничего не происходит. Идут просто грузовые операции, которые идут очень медленно и очень долго, что нас очень сильно радует. Сейчас я вам расскажу. Мы идем еще потом в Сиэтл. Это уже Соединенные Штаты Америки, штат Вашингтон. Совсем небольшой переход от Лоцмана до Лоцмана, там порядка 14-15 часов. Все зависит от трафика, течения и так далее. Режимов работы главного двигателя. В общем, сейчас я вам расскажу про то, как мы стоим в Ванкувере, что будет интересного, и мои личные впечатления от первого посещения Канады в моей жизни. Да, это мое первое посещение Канады, в принципе, за мою пока что 18-летнюю карьеру. И в принципе, очень хорошие впечатления и от работы властей, и как работают в порту, особенно как работают в порту, потому что тут абсолютно никто никуда не торопится. У нас в общей сложности 4000 мувов, то есть там 2 с чем-то тысячи на выгрузку, 1000 с чем-то контейнеров на погрузку. В общем, в общей сложности около 4000 мувов. И мы стоим уже сегодня, это 4-й день, то есть 4-е сутки даже, можно сказать, что мы стоим. Классно. Весь экипаж практически сходил в город. Ну, по крайней мере, те, кто хотел, те сходили по несколько раз, даже сходили в город. Я вам покажу, как я его посетил, где я был. Ну, конечно, не все, частично. Особо ничего не происходит. То, что идут грузовые операции медленно, да, ну это привычное дело, что грузовые операции, просто мы привыкли, что постоянно контейнеры летают туда-сюда. А тут как-то все очень на лайте. Поэтому особо показывать нечего, но мы пока тут стояли, мы прошли internal аудит. Да, сюда тоже проходит аудит, это ежегодное мероприятие, которое обязательно. Приезжает аудитор, и в течение нескольких дней, в нашем случае 3 дня, он инспектировал судно. То есть документация, техническое состояние, больше документация и состояние, как экипаж действует в тех или иных ситуациях, насколько я хорошо не знаю сейфти, то есть правила безопасности компании, насколько менеджмент, то есть капитан, стармех, старпом, второй механик, электромеханик, опять же, соблюдают правила компании в отношении безопасности, в отношении охраны окружающей среды и в отношении охраны. Ну, охрана это больше я и старший помощник, потому что я Chief Security Officer, офицер по охране судна, а старший помощник мой заместитель. В общем, прошли мы аудит, и предварительные результаты очень хорошие. То есть у нас был митинг в конце аудита, нам сказали предварительные результаты. Честно говоря, я не ожидал, что настолько мы будем подготовлены. Аудитор сделал акцент на то, что если бы он не знал, что это 20-летнее судно, и просто он бы ему не сказали, его бы привезли, он бы сказал, что этому судну не больше 10 лет. То есть настолько хорошее состояние, что он, честно говоря, был немножко в шоке, и это, конечно, способствовало получению хороших результатов. Тем не менее, мы сейчас уже сегодня будем отходить, будем покидать Ванкувер и будем двигаться в сторону Сиэтла. Это, как я сказал, Соединенные Штаты Америки, совсем недалеко тут. Очень короткий переход, но придется немножко поработать, потому что нужно будет находиться все время на мостике. Около 15 часов, наверное, 14-15 часов, в зависимости от того, когда нас ждут в Сиэтле. Ну, вот такие вот дела. Естественно, я вам сейчас покажу кое-какую морскую тематику. Вы также посмотрите, как я был в городе. С вами, естественно, капитан Максим. Вы на канале Максмастер. Я благодарен вам, если вы сразу же поддержите меня каким-нибудь там, не знаю, плюсиком, лайком. Проведете все эти необходимые ритуалы. А так, приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Поехали. Немного балкерной темы, которой практически нет на канале. Вот маневрирует какой-то балкер. Куда-то его будут заводить. Скорее всего, у нас куда-то за корму. В ту сторону. Это порт Ванкувер, Канада. Британская Колумбия. И здесь, с другой стороны, танкерная тема. Танкер готовится к отходу. А там вот какой-то ферри
паромчик заходит. Ну, в общем, движуха такая нехилая. Балкерок потихонечку подходит. Пожарный насос у него обязательно должен работать. И видно, да, что из клюза якорного вода течет. А там танкер берет буксир на корме. Взяли уже, завязали его. Будут выходить. И вон, смотрите, на рейде точно такой же танкер, как сейчас будет отходить. Скорее всего, будет становиться на его место. Один в один, Sister Ship. Даже на трубе одинаковые логотипы. Тут одинокий катер. Куда-то на глиссер вышел и идет. Наш друг Балкер продолжает подходить. Будет заходить в гавань. В бухту, точнее. Что характерно, у балкеров практически никогда нет носового подруля. У этого тоже нет. Маркировка отсутствует. Ну и не видно, что что-то работает там. Красноречивое название CL Zhangjiang говорит о том, что это, наверное, не канадское судно. Еще один буксир подошел к танкеру. Танкер, кстати, в балласте. Он пустой. Наверное, что-то привез. Выгрузили его, да, и выгоняют. Но там вдалеке, если вам видно, садится гидросамолет на воду. Заходит потихонечку. Во время швартовки, маневров таких спешить не стоит. Потому что лучше потерять на полчаса больше времени, на час, чем потом месяц на бумажке, почему вы столкнулись с другим судном. Все, где-то он нам за корму заходит. Пойдем с другого крыла посмотрим. Но там очень много препятствий, которые ограничивают обзор. Вон его куда заводят. Подвели уже к стенке. Будет там стоять на терминале под конвейером. Даже видно, как ему носовой буксир, он помогает по чуть-чуть. Затягивает. И контролит, конечно, тоже. Подруля нет, вдруг нужно будет оттянуть. Стоит на контроле. Вот отсюда немного лучше обзор. Но тут труба гудит у нас. Выводят танкер. Кормой, естественно. По-другому не получится. Кстати, тоже без подруля. Но это нормально. Для балкеров, танкеров отсутствие носового подруливающего устройства — это вполне нормально. Они работают с буксирами больше. Когда на контейнере может быть 2 подруля, могут быть 2 носовых, кормовой, то балкерам, танкерам особо они не нужны. Сейчас выведут и развернут. Посмотрим, через какой борт. Ставлю на правый. Ну, как мы с вами предполагали, именно через правый борт он разворачивается. То есть будет выходить из порта, наверное, или становиться на якорь. Потому что выход вот там. Вот где оранжевая какая-то, не оранжевая, а такая лимонного цвета насыпь. И вот там туда выход. Смотрите, как быстро разворачивается. Пустой в балласте. Легкий. Ну и 2 буксира мощных. Причем один только тянет, второй вообще ничего не делает. Просто сзади привязан. А разворачивает судно быстро. Наш паром маневрирует потихоньку. Там какая-то дискотека, наверное, смотрите. Что-то происходит. Танкер уже дал ход. Ну все, взял он курс куда-то. Пожелаем ему счастливого пути. Куда бы он ни шел. Красота, штиль, горы, ни одной тучки, ни одного облачка. Редко здесь такое, наверное, бывает, не знаю, честно говоря. Там какие-то красивые 2 пика. Сейчас пойдем, пройдемся по этой красоте, посмотрим. Получается довольно красиво. Восход. Покажу вам город. С этой стороны чисто индастриал зона такая. Тут балкер грузится уже несколько дней. Все тот же трюм у них что-то сыпят. Сейчас мы туда пойдем гулять. В этот город. На рассвете. Сейчас 8 утра. Но солнце только вон всходит. Смотрите.
Вот нам пришлось арендовать вот эту сетку черную. Она там специальную сертификацию имеет. Стоит аренда 2000 канадских долларов. Ну, плюс-минус 1500 американских. Сама сетка, по-моему, около 3 стоит. Прикол в том, что у нас такая есть, точно такая же, только без сертификации. Поэтому пришлось брать в аренду. В Ванкувере вот есть Siemens Club, Siemens Миссия точнее. Совсем недалеко от контейнерного терминала. Конкретно вон терминал, это Майерский, нас чуть дальше. А тут Siemens Миссия. В нормальном мире. Прикольнейшая обзорная площадка. Самая высокая точка, наверное, в городе. Там где-то наше судно даже стоит. Опа. Вон прямо вам такси воздушное можно заказать. Стоят гидросамолеты. Причем взлетают они довольно регулярно. Тут каждые 10 минут, наверное. И куда-то летят. Ну и прилетают. У них даже вон своя заправочная станция есть. Я сейчас пойду по набережной. Прогуляюсь вот туда. Вдоль всего центра. И планирую дойти. Вот там вот есть где-то вдалеке мост. О, прилетел самолет. Приводнился, можно так сказать, и стал перешел в категорию суда. Мы с ними по правилам МБПСС, кстати, должны расходиться. Идешь гуляешь по Ванкуверу, по крайней мере, даунтаун, центр города, чистые каменные джунгли. Даже Гестаун, типа историческая часть города, все равно чувствуется, что очень современная. Как-то нет души вот такого города, знаете. Везде воняет травой очень сильно, хотя она тут нелегальная. Практически по всему городу много бездомных, соответственно, от них много грязи. И, ну, не очень чисто, честно говоря. Почему-то лично мне Ванкувер очень напомнил Сан-Франциско. Что-то в них есть такое схожее. Не похож на Лос-Анджелес вообще. Вот на СФ, да, именно на Сан-Франциско очень похож. Тут бедные слои населения паркуют свои транспортные средства. Очень много яхт. И вот видите, вот весь даунтаун такой. Стекло, сталь, бетон. Иногда кирпич попадается. Но в основном вот такие вот здания. Стекло и сталь. Ну и все это стоит на бетоне. Ну чисто стекло. Или пластик, что это? Ну стекла, скорее всего, да. И какие-то они не назвать. Sorry. Не назвать какой-то высокой архитектурой. С этой стороны яхты не заканчиваются. Там классный вид сзади. О, утка какая-то плавает. Кстати, очень много слышно знакомой речи. Постоянно идешь и постоянно мелькают фразы, которые, ну, сразу узнаешь. Так что здесь довольно большая диаспора. Я пришел в Стэнли парк, самый большой парк, который есть в Ванкувере, и говорят, что по площади он больше, чем знаменитый центральный парк Нью-Йорка. Посмотрим, что здесь интересного. Времени у меня мало, часа всего, наверное, 2 осталось. Надо будет ехать, возвращаться на судно. Но все, что успеем, мы все исследуем. 2 лошадей и школьный автобус. Школьный автобус пустой. Ну и куча велосипедистов. В общем, эта карета собрала много людей.
небольшую пробочку создала. Ой, какой запашок сразу. Форики. Блин, как теперь дорогу перейти? Парк называется Стэнли парк, но памятник Роберту Бернсу. Вот такой стоит, обкаканный. Роберт Бернс — это знаменитый поэт и бард. И в честь 200-летия со дня его смерти в 1996 году был воздвинут этот памятник. Вот, 1796 — это год его смерти. И через 200 лет вот этот памятник поставили. А вот и сам лорд Стэнли. Памятник ему тут стоит. Насколько я знаю, он был губернатором провинции. И вот ему, собственно, поставили памятник за то, что он призывал к единению, к миру людей всех рас, цветов кожи и вероисповеданий. Смотрите, друзья, автомобилевоз Genius Highway покидает гавань порта Ванкувер под чартером K-Line, видите, на трубе буква K. Японский то ли судовладелец, может быть, но скорее всего просто чартер. Будет сейчас под мостом проходить, я иду параллельно ему. Вон он там, вот видите, двигается. Ну, быстрее меня идет. Чуть-чуть не успеваю его перехватить. Сейчас уток всех разгонят. Интересно, какая грузовместимость такого судна? Наверное, 3-4 юнитов. Смотрите, у него, видите, где Rescue Bot расположен? На главной палубе, которая находится хрен знает где. Приспущен что-то носовой якорь левый. Метр до воды примерно. Ну, не метр, метра 3. На всякий случай. То есть готов к аварийному сбрасыванию. А мы идем все до моста. Намереваемся там пройти. Мы на мосту, который называется Lionsgate Bridge, если по-английски. Мост, который соединяет Ванкувер, его даунтаун с, ну, каким-то еще районом, очевидно, который находится с другой стороны гавани. Вот такие тут колонны, не колонны, как они, монументы, скульптуры львов. Ну и сам мост. Мы по нему не будем, мы по нему идти, потому что нам вообще в другую сторону, но мы пойдем под ним. Очень так живописно смотрится жизнь под мостом. Смотрите, друзья, тут есть обзорная площадка для фотографий. Не пропустите ее. Я ее сначала не нашел. Ищите вот по геолокации, по названию. Слушайте, вроде не пил, но, по-моему, белка. И там кто-то тоже. А, вот. Белочка. Как там по-этому? По-канадски. Паромчик выходит из гавани, тоже куда-то направляется. Буксир его сопровождает. Нанесен логотип какого-то хоккейного клуба, но не Vancouver Canucks. Наверное, национальной сборной. Какая-то локация с тотемами. Очень популярная, народу тут много. Постоянно прибывают, убывают. Только вывели предыдущий балкер от причала, который, вон, видите, он еще идет под мостом. Вот, вот швартовку, которую мы с вами смотрели. И вот уже новый намереваются поставить к причалу. То есть тут балкерный терминал работает тут вполне себе нормально. Судно называется Star Opal. Будет заходить опять же к нам по корме. Туда его будут заводить в бухточку. Но оно будет становиться по другой причал. Не по тот причал, там где стоял вот тот вот Сиэль Джанджинг, или как он назывался. Заводят потихоньку к нам за корму. Потом он пропадет из поля нашего зрения. Я перейду на правый борт, покажу, как он будет подходить к причалу. На электронной карте видно, куда его заводят. Вот мы, а вот он. И заводят его сюда. Будут ставить. Бак потихонечку появляется, выехал из-за Генри Крейна, который стоит на причале. Там даже видно буксир чуть-чуть.
Все-таки, видите, носовой буксир не завязывали. Его назначение чисто контроль скорости и при необходимости полная остановка. Все, остановились они, заняли, наверное, финальную позицию. И сейчас будут уже, осталось только пришвартоваться. Посмотрите на эту загрузку. Нас практически закончили грузить. И судно сильно загружено, причем большинство ящиков полные. Да, и не то, что на США это полные ящики, это очень много полных ящиков на Азию, куда мы пойдем после Сиэтла. И это довольно странно. Довольно странно, что обычно мы с Азии приходим полные, а загружаемся пустыми, чтобы туда отвезти пустые контейнеры. А тут мы загружаемся полными на Азию. Наводит на определенные мысли, но пока это только мысли.